В сегодняшнем видео маникюр с покрытием и с дизайном. Техника литье из подручных средств. Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Планировала сегодня красивый дизайн с литьем, но, как говорится, что-то пошло не так, но об этом чуть позже. Итак, начинаю работу со снятия материала и так далее по отработанной схеме. А тем временем расскажу вам что-нибудь интересненькое. Техника золотое литье на ногтях появилась благодаря нейл-технологу Екатерине Мирошниченко 7 лет назад. Но несмотря на такой продолжительный срок существования технологии, дизайн литье знаком еще не всем. Признание у девушек маникюр в этой технике получил благодаря своей эффектности и простоте исполнения. Давайте узнаем, как делать литье на ногтях и самостоятельно создадим на своих ручках роскошный маникюр с имитацией золотой оправы. Чтобы создать литье золотом на ногтях потребуется минимум нейл-материалов, гель-краска черного цвета и переводная фольга. Впрочем, цвет гель-краски может быть не только черный, но именно на таком контрастном оттенке удачнее и реалистичнее всего можно добиться эффекта драгоценной оправы. Техника имеет следующие особенности. Дизайн ногтей золотое литье может выполняться как на нарощенных гелем ноготках, так и на покрытых гель-лаком пластинах. Если вы решите приобрести набор гель-лаков и лампу для полимеризации нейл-покрытий, вы сможете создать шикарный дизайн своими руками в домашних условиях. Чтобы на ноготках появился маникюр литье золотом, тонкой кистью гель-краской наносите рисунок, а затем сверху отпечатываете фольгу. Рисунки, имитирующие золотую оправу, обычно сочетают с техникой жидкие камни. В результате ваши ручки украсят уже не произведения нейл-арта, а ювелирного искусства. Однако узоры, выполненные в технике золотое литье на ногтях, не ограничиваются имитацией драгоценного обрамления. С помощью этой технологии можно создавать разнообразные абстракции, а используя разные комбинации оттенков материалов, мастер может создавать любые дизайны, на которые способна его фантазия. Помимо узоров, прибегнув к этой технологии, можно создавать на ноготках металлическое покрытие всей пластины, добиваясь зеркального эффекта. Или отдельных участков, создавая, к примеру, лунный маникюр в домашних условиях. Чтобы исполнить нейл-дизайн для полного покрытия пластин, гель-краску можно заменить на гель-лак. Давайте подробнее узнаем, как исполняется маникюр-литье. Немного несложной теории позволит вам добиться отличного результата на практике. Чтобы ваши ручки украсил маникюр золотое литье, вам потребуется черная гель-краска. Производитель может быть любым, главное, чтобы материал имел остаточную липкость. Тонкая кисть, ею мы будем наносить рисунок. Переводная фольга, лучше золотая, но можно и серебряную или голографическую. Цветные нейл-покрытия, если вы захотите сделать сложный дизайн. Топ без липкого слоя и лампа. Нейл-арт создается по такой пошаговой инструкции. После нанесения на ногти цветного гель-лака покройте их топом без липкого слоя. Затем высушите топ в лампе 30 секунд. Берем тонкую кисть и гель-краску с липким слоем и начинаем прорисовывать наш рисунок. Помните, что линии не должны быть слишком тонкими, чтобы фольга отпечаталась лучше. Когда рисунок будет завершен, его необходимо просушить в лампе 30 секунд. После этого берем фольгу и отпечатываем ее отрывистыми движениями. Отпечатывать фольгу можно несколько раз, пока вы не добьетесь желаемой плотности заполнения рисунка. Если вы хотите слегка состарить узор, возьмите салфетку и смочите ее в обезжиривателем. Легкими растирающими движениями пройдитесь салфеткой по узору, чтобы стереть фольгу в некоторых местах. Осталось закрепить результат финишным топом без липкого слоя и отправить ручку под лампу для полной полимеризации материалов. Вот, собственно, и вся инструкция. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик, так вы всегда будете в курсе моих новых видео.
Теперь я приступаю к дизайну и расскажу, какие сложности могут встретиться в этой технике на деле. В первую очередь не любая гель-краска с остаточной липкостью подходит. Вот, например, у меня коди с липкостью, но после просушки 20 секунд фольга уже липнет не везде. А смысл-то в том, чтобы она прилипла на весь рисунок, ведь так? На мизинце фольга прилипла не на веточку, а туда, где ее быть не должно, хотя там топ без липкого слоя. Поэтому пришлось переделывать полностью. У меня еще был гель-паутинка. Уж он точно липкий, но рисовать им сложно. Мне показалось, что лист осенний я рисовала целую вечность, но надежда, что это не зря, все-таки таилась во мне. Ну, посмотрим. Просушила 30 секунд и не отрывистыми движениями, как было сказано в инструкции, а одним движением придавила по всей площади рисунка. Да, фольга приклеилась, но опять-таки не везде. Отдельно еще отрывистыми движениями дорабатываем. Но проблема в том, что когда фольга касается с участками, где она уже есть, она может отклеиться. В общем, аккуратно стараюсь отпечатать везде. В итоге прорисовала белой гель-краской контур и покрыла топом. Сталкивались ли вы с такой проблемой литья? Может, кто-то знает хорошие материалы для литья? Пишите, пообщаемся. С меня по традиции видео, а с вас подписка, звоночек и лайк. Всем хорошего дня и до новых встреч!